Вы уже, наверное, соскучились по круизам и ждете не дождетесь, когда наконец-таки отменят все ограничения и шикарные круизные корабли снова будут бороздить просторы морей и океанов. На моем канале я рассказываю вам о самых необычных и интересных круизных маршрутах, делюсь лайфхаками и советами, как и из чего выбрать и где можно сэкономить. Но что делать, если вам очень-очень хочется в путешествие на корабле и вы не хотите ждать? Сегодня я расскажу вам об актуальной и интересной альтернативе круизного отдыха – путешествие на паромах между греческими островами. Будет интересно. Меня зовут Владимир. Приветствую вас на своем канале «Круизная карта путешествий», где я собрал и рассказываю вам самую достоверную и интересную информацию. Итак, поехали! Путешествовать самостоятельно по греческим островам проще простого. Это недорого и никогда не надоедает, потому что вы можете хоть каждый день менять остров в греческом архипелаге, и на все лето ни разу не повторится. Главное, чтобы не было морской болезни. А во всем остальном вам помогут мои несколько простых советов. Для любителей метода научного тыка греческие острова – это беспроигрышная лотерея. Где бы вы ни очутились, везде лазурь, красота, а также с десяток или больше археологических достопримечательностей. А заодно и здоровье можно поправить в термальных спа, причем по цене значительно дешевле, чем на круизном корабле. И более того, что немаловажно, вы не связаны по времени ограничением и необходимостью вернуться на борт до 17:00, как правило. Ну а даже если на каком-то острове вы заскучаете, ничего страшного, дождитесь следующего парома и отправляйтесь дальше. Отправляться на острова можно из любого порта Греции, но наибольшую фантазию и наибольший разброс вариантов, конечно, предлагает главный порт Афин – Пирей. Давайте в качестве примера возьмем его как отправную точку. Добраться до этого порта из центра Афин достаточно просто, всего лишь за 30-40 минут. Можно либо на метро, либо на общественном транспорте. Если же вы прилетели в аэропорт, то автобус X96 к вашим услугам. Если вы приехали в порт Пирей на метро, вы тут же, после выхода со станции метро, вы увидите кучу агентств с различными названиями. Anek Lines, Minoan Lines, Flying Dolphins, например, и много других. Можете зайти в любой из них и спросить, например, когда отправляется ближайший паром на остров, или на какой из островов я могу поехать, чтобы сегодня же вернуться в Афины. Не переживайте за свой английский. Вас в любом случае поймут. За много лет общения с туристами из разных стран местные агенты наловчились понимать даже язык жестов. Допустим, представим, пару лет назад вам в интернете попалась картинка. Портал античного храма, совсем без стен, на берегу Лазурного моря и прекрасного синего неба. Спросив у Яндекса, вы поняли, что это греческий остров Наксос, где нет аэропорта и куда прилететь из Москвы или из другой столицы мира невозможно. А попасть туда хочется во что бы то ни стало. В этом случае, конечно, вы можете спланировать свой маршрут, и тут вам на помощь придут интернет-сайты. Например, по поиску Greek Ferries вы всегда найдете несколько сайтов, на которых чаще всего на английском языке, но иногда попадаются и на русском. Вы сможете найти самые разные варианты, каким образом можно добраться из порта Пирей в порт Наксос. Там даже можно спланировать сложный маршрут с пересадками и с остановками на тех или иных островах. Так что, если вы во всем уверены и уже спланировали свой маршрут, вы на этих же сайтах можете выкупить билеты, воспользовавшись кредиткой и платежом онлайн. Но я бы вам посоветовал все-таки лучше приехать непосредственно в порт. Там вы всегда найдете кассы перед отправлением корабля, в которых всегда можно купить билеты без дополнительных наценок и практически без проблем. Такой ситуации, что все места заполнены и свободных мест совсем нет, практически не бывает. Если ваш остров находится на расстоянии 5 часов и более от порта Пирей, вам, скорее всего, предложат на выбор либо каюты первого, либо второго класса, или места на палубе. Конечно, в каютах гораздо комфортабельнее. Наверное, тем, кто уже путешествовал на круизных лайнерах, не мне вам рассказывать, насколько комфортабельно можно жить в каюте. Вы можете выбрать и место на палубе, если вас не тревожит соседство с шумной толпой туристов, самолетные сиденья, в которых можно поспать. Но в любом случае это значительно дешевле. Летом это очень весело, но не в сезон лучше все-таки взять каюту. Если вы не хотите путешествовать вместе с толпой сезонных рабочих, в общем-то на палубе всегда достаточно прохладно.
Каюты могут быть как двухместными, если вы путешествуете с семьей, так и многоместными. Но при этом многоместные это как в хостелах, где несколько человек, 4, 6, 8 ночуют одновременно. При этом не забывайте, что эти многоместные каюты, как правило, делятся на мужские и женские. Чтобы не испортить себе впечатление от путешествия по греческим островам, раз и навсегда вычеркните из своего календаря определенные даты. Это Пасха, начиная со Страстного четверга и заканчивая Светлым вторником. Праздник Пятидесятницы в начале июня, примерно 50 дней после Пасхи. Начиная с 15 июля и до конца августа, все четверги, пятницы, субботы и воскресенья – это пик сезона. Дни же с 10 по 20 августа вычеркните дважды. В эти дни лучше проведите свое время в Афинах или Салониках. Там вы точно не пересечетесь с шумной толпой греков, которые в эти дни сами уезжают на острова. Что любопытно, до греческих островов ходят паромы также из других стран. Например, паром из турецкого Бодрума до греческого острова Кос будет стоить всего 25 евро на человека, а займет поездка всего лишь 45 минут. В то же время паром из Венеции до Корфу пути займет более суток и стоить будет примерно $73. Свободных дат на такие международные паромы не так много, поэтому, конечно, такие поездки лучше спланировать заранее. Но в любом случае это достаточно интересное приключение. Помимо греческих островов, иметь возможность прокатиться и в Венецию, и в Турцию. Если в конце вашего путешествия по греческим островам вы будете возвращаться в Афины для того, чтобы сесть на самолет и улететь домой, советую возвращаться как минимум все-таки за сутки, потому что погода довольно часто непредсказуема, и паром могут отменить, и вы можете застрять на острове в последней своей точке. Иногда рейсы паромов переносят из-за шторма. Греки называют паромами все суда. На самом деле они делятся на 3 категории. Паромы, ferries, катамараны, по-английски катамаранс, и судна на подводных крыльях hydrofoils. Самые медленные паромы. Катамараны, конечно, быстрее. Судна на подводных крыльях встречаются на этих маршрутах реже, но при этом даже на самых дешевых паромах очень комфортно. Есть бары с сэндвичами, пивом и вином. Есть Wi-Fi, кое-где бесплатный, но чаще всего 3 евро в сутки. Этим летом, расскажу из собственного опыта, мы, к сожалению, не попали на круиз Celestial Cruises по греческим островам, но, тем не менее, отправились самостоятельно, именно в таком режиме, по паромам, и провели прекрасную неделю в Греции, побывав 2 дня в Афинах, 2 дня на Санторини, 2 дня на Крите и 2 дня на острове Эвия. Знакомьтесь, один из самых крупных представителей класса паромов в Греции – Knossos Palace, на котором мы отправились на Крит из Пирея. На этом пароме реально есть все, к чему мы привыкли на круизных лайнерах, и даже больше того, потому что на этот паром можно погрузить свой автомобиль, взятый в аренду в Афинах. Тут имеется даже театральный зал, где вполне могут проходить представления. Во время нашей поездки представлений не было, наверное, потому что было достаточно мало времени. Отправление в 9 вечера, прибытие в 6 утра. Есть даже бассейн на верхней палубе, правда, опять же, не работающий, но, скорее всего, по причине карантина. И в том числе несколько ресторанов, предлагающих как а-ля карт, так и шведский стол. В общем, если бы наше путешествие длилось не 9 часов, а целые сутки или даже больше, я уверен, скучать на этом пароме не пришлось бы. Так что, если по каким-то причинам у вас не получается поехать в полноценный круиз, не отчаивайтесь. Вы всегда можете прокатиться на разных кораблях между греческими островами и получить от этого даже гораздо больше удовольствия, чем просто из круиза. Да, конечно, в этом случае вы вынуждены каждый раз менять корабль, менять каюту, таскаться со своими вещами, но зато вы не ограничены по времени и можете провести на том острове, который вам понравился, столько времени, сколько вам необходимо, столько, сколько вы можете себе позволить. И когда надоест, сесть на новый паром и отправиться за новыми приключениями. Так что подписывайтесь на мой канал «Круизная карта путешествий». Не забывайте поставить значок уведомлений, чтобы всегда быть в курсе выхода новых роликов на моем канале. И вы узнаете еще очень много интересных способов и интересных мест, куда можно попасть только на кораблях. Но не только в круизе. С вами был Владимир. И до встречи на моем канале «Круизная карта путешествий».